По итогу, ой, что же делать? Не переживайте. На старой технике этого хватает. Я не хочу ничего плохо говорить про этих мастеров. Рукожопие и отвага. Мастера, которые собирали этот вариатор, набухали просто смазки везде, где можно и нельзя. Это, кстати, очень удобно, потому что в сервисе обычно по мопеду истории не остается в таком случае. Ремонт дорогой, опыт дорогой, мораль такова: смотрите внимательно технику перед покупкой. Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас видео в формате классического блога. Таких форматов в последнее время выходит мало. И я планирую для начала рассказать в двух словах, что сейчас происходит с мастерской. А с мастерской у нас происходит зима, конец декабря и скоро Новый год. Скорее всего, это видео вы увидите уже на новогодних праздниках. А мы работаем в поте лица. И сегодня у нас в работе Suzuki Burgman 650. Дилерский, год у него, если я не ошибаюсь, 2008, и он приехал к нам на переборку двигателя. Владелец приобрел этот скутер недавно, со слов у него когда-то чинили вариатор в одном известном сервисе, но эти слова, как я понял, ничем не подтверждены. Действительно, вариатор кто-то делал. Я не хочу ничего плохо говорить про этих мастеров, но ошибок допущено откровенно много. И сейчас я вам их покажу. Первое, что бросилось мне в глаза, когда мы сняли правую лыжу, это то, что провода, которые идут от датчиков, проложены неправильно. Они были, конечно, зафиксированы и глушители не касались, но чаще всего такая самодеятельность все-таки заканчивается тем, что провода ложатся на глушитель, у них плавится изоляция, возможно замыкание, ошибки и так далее, и так далее. Также очень распространенная ошибка всех дилетантов, которые собирают этот вариатор, это неверная установка датчика положения щеки. С левой стороны отфрезерована плоскость, и этот датчик должен быть прижат к плоскости. И только это единственная правильная установка датчика. Об этом написано в мануале, на это обращено внимание. И если честно, даже без мануала я сразу подумал, что это логично. Но почему-то очень многие собирают это дело с ошибкой. То, что это собирали в том сервисе, про который мне сказали, я, хоть убейте, не верю, потому что у людей очень большой опыт. И, скорее всего, если даже варик чинили там, то ставил его, может быть, сам владелец. Так часто делают. Это, кстати, очень удобно, потому что в сервисе обычно по мопеду истории не остается в таком случае. Но сегодня мы разбираемся с другими проблемами, и сегодня мы будем демонтировать двигатель. Завтра, возможно, будем его потихоньку разбирать. Мы сейчас никуда не торопимся, делаем все размеренно, спокойно, в своем темпе. Основная причина и основная жалоба владельца – это течь масла из стыка между половинками картера. Предыдущий владелец данного скутера немножко не досказал, видимо, всей правды, а когда скутер постоял немножко в гараже, под ним образовалась довольно приличная лужа. Его к нам привезли позавчера, и уже под ним лужа явная существует, и с этим надо что-то делать. Я стал внимательно смотреть, откуда течет, просмотрел все возможные места, откуда это может быть, и пришел к выводу, что действительно либо течет из стыка, либо все-таки стекает с сальника, муфты, который меняется с полным разбором двигателя. А поскольку на сальнике есть явные следы масла, то есть, возможно, он постоял, там промежуточное вот это место немножко подсохло, но этот сальник по-другому не поменять, поэтому двигатель мы в любом случае будем разбирать. Скорее всего, параллельно менять какие-нибудь сайлентблоки, то есть заменим все сальники, которые могут вызывать вопросы, отдефектуем двигатель и, собственно, соберем его, чтобы он дальше нормально мог ездить. Также на подъемнике слева от меня вы можете видеть гантелю. И эту гантелю я приобрел себе. Планирую снять про нее как минимум 2 видео. Первое видео с тем, что я купил и что я планирую делать по подготовке к сезону, по различным доработкам. У мотоцикла пробег 2000 километров. В общем,
это будет отдельная тема, и я думаю, она будет очень интересна многим гантелеводам, потому что по поводу разных допов у меня есть очень разные мнения. Мнения, конечно, субъективные, но судя по тому, как клиенты их слушают и им следуют, я думаю, это будет прям тема. А еще вон там, если видно на видео, стоит двигатель от гантели 2017 или 2018 года с пробегом 7000 миль, на котором я восстанавливаю уши и который будет в ближайшее время продаваться. И я постараюсь по нему тоже сделать видео с восстановлением. Такие вот новости. Поехали разбирать и смотреть, что же там внутри. Руки, все. Ой, нижняя лучше, чем верхняя. Оба! Отлично. Че тут с подшипником? Ух ты, ё-моё! Заржавели. А он не досажен до конца. Тут сгнило все, ё-моё. Ну и, в принципе... Оп. Тут надо заткнуть Давай. салфеткой. Здесь 12. нужна на 17, во-первых. Тут кто-то неродной болт запустил. Напоминает вот того парня с резьбой с проблемной. 12. Но надеюсь, что просто болт родной потеряли. Ой. Здесь уже резьба большего диаметра. Твою мать. А вот потому-то оно и течет. Я знаю почему. Потому что оно не насквозь прикручено, а, блин, к ближайшей половинке. Сейчас все тайны откроются. Рукожопие и отвага. Бам. Да, в этой половинке резьба нарезана. Они по месту фигачили. А должна быть, как бы половинка должна притягиваться этим болтом. Но если уже герметик отошел, то тут уже хоть тяни, хоть не тяни. Вот оно и понятно. Само такое не происходит. Тут была причина. Ну и смотри. У нас есть два варианта. Либо мы можем сейчас париться, как качественно затыкать все дырки и свозить это все на мойку. Либо взять щетку на шурик, очистить вот эту вот грязищу самую основную, а потом при сборке просто это все качественно мыть. Итак, мы демонтировали двигатель. Скутер у нас вот в таком виде пока что стоит. Сняли с него некоторое навесное. И теперь приступаем к анализу проблемы. Все оказалось очень интересно, потому что ранее с такой проблемой я не сталкивался. Первое, что нам бросается в глаза, это вариатор, который также в нижней части весь просто засран маслом. У меня даже ничего другого сказать язык не поворачивается, потому что там просто очень много грязи вперемешку с маслом. Но самое интересное было, когда я его откручивал.
Потому что вариатор у нас, как известно, крепится на 6 болтах. Вот его крепление. И я думаю, даже на видео может быть видно, что диаметр вот этого отверстия больше, чем все остальные. Потому что вот эти отверстия 10 мм, а вот это 12. И вместо болтика вот такого тут был закручен вот такой. Более короткий, но вместо М10 закручен М12. Что произошло? Смотрите. Вот у нас стык картера. И вот у нас 6 креплений вариатора. Резьба нарезана вот в этой половинке. То есть, когда вариатор закреплен, этими болтами половинки картера дополнительно стягиваются. Причем это достаточно силовые болты, потому что вот эти вот маленькие болтики М6, они такой жесткости не обеспечивают. Значит, когда люди устанавливали варик, мы вот видим, что вот отсюда вот подтекает масло. Они, значит, вот в этом отверстии сорвали резьбу. Соответственно, сорвали резьбу в той половинке картера. Рассверлили отверстие в варике до двенашки. И, в общем, ничего умнее не придумали, как нарезать резьбу М12. Может, даже не снимая варика делали, но этого я не знаю. Вот так, я думаю, будет хорошо видно, что резьба здесь нарезана прямо вот в этой вот половинке картера, которая находится ближе к нам. А быть такого не должно. Вот пример соседнего отверстия. Тут резьбы нет. Она там, вот в глубине, очень далеко. Так же, как и во всех остальных, та же самая история. То есть получается, что вместо того, чтобы этим болтом стянуть половинки между собой, получается, вот это место было прослаблено. И, естественно, как только оно нагрелось, стыки там очень-очень тоненькие, все достаточно хорошо подогнано, а толщина стенки, которая герметиком промазывается, там около 4 мм. Естественно, там появилась сразу же негерметичность, потому что все это задышало, и герметик этого всего не выдержал. Такой вот неожиданный конец. Будем разбирать, смотреть, что можно сделать с резьбой. Далее будем это все мыть, собирать с новыми сальниками, новым герметиком и так далее. Они начнут в мойке вываливаться. Первый, оп, раз, два. Утяжелитель 7-го года, скорее всего, родной. Ну, как бы он, в принципе, на этих годах довольно надежен. Так, значит, здесь у нас особо открытых клапанов нет. Это мы можем спокойно вынимать. Так, постели вроде более-менее живы. Так, нет. Здесь у нас клапана открыты. Так. Пошло масло. Так. Так, тут даже эта головка нам подходит. Вот эти два. Узенько. Так, смотрим болты. Да, правильно собрано.
На это тоже многие дилетанты внимания не обращают. Че, никак? Ну, подожди, прицепим. Вот так вот, не? Вот, зараза какая. О, пошло дело. Так, а вот сюда уже у нас ничего не лезет. Слушай, а подержишь мотор? Ну, давай, снимай сначала. А может, этой сорву. Тут как бы не страшный момент. Конечно, такое неправильно делать. Трещотка. Ни хрена себе. Ладно, тогда изменяем тактику. Что-то какой-то момент затяжки Охуенно. больно разный. Охуевший. Даже если пистолетом, блядь. Охуеть. Все. Стоит. Так. Ну иди сюда, родимая. Отдельные идеи, они вместе. Так. Прям не хочет идти отдельно. Зараза. Вот так. Ух ты. Задирчиков-то тут хватает на поршнях. Интересно, почему? Надо на воздушный фильтр посмотреть на его. Вроде как, конечно, он свежий, но как его меняли ранее, непонятно. И как я люблю говорить, непонятно, что ставили. А, и на поршнях, кстати, масляного нагара больше. Сейчас. А то, может, он на хифлу всю жизнь катается. Да, присутствует здесь. Но это грязь попадала, это не износ. Пыль и грязь. Ну, сейчас, да, оригинал стоит. А вниз посвети в сам фильтр фонариком. Нет там масла? Да, плавает он и говно, и грязь. Понятно. Можешь воткнуть обратно. Но вообще, наверное, надо будет это все дело перед сборкой помыть. Опять же, смотря, что будем собирать. Так, ну и что у нас по сути остается? Все. Только половинить. Эп. Деревяшка раз. Теперь... Раз. Два. Так, придержи мотор тогда. Сейчас я откручу пока, чтобы просто на меня не валился. Так, здесь болты были не затянуты. Так, теперь вот эту жопу чуть приподнимаем вверх. Убираем подножку в сторону. Я на железку ее положу. Да, жопу кидай. И теперь давай я вот этот приподниму, а ты домкрат вынимай оттуда. Все, домкрат по-хорошему надо помыть, почистить и убрать на место. И здесь поотстреливаю болты. Так.
Возьми, пожалуйста, магнит. И надо повынимать эти болтики прям. Просто не все удобно вынимать руками. Грязище ужас. Так, вот еще один. Куда? Вот так вместе сложи. Тут вот картерные и это картерные. Тут мы так точно ничего не перепутаем. Потому что это как раз первое, что нужно для сборки. Ну и похоже, что все. А теперь мы это ставим стоя. Ну-ка, стык нормальный. Нет такого, что это как тогда я напоролся. Половиню мотор, что-то не половинится. Кто-то по стыку заварил. Аргоном прям внизу. Ну, обо что-то саданули. Так, ну и давай вот сделаем, чтобы удобнее было. Оп, пошел. Жопа всегда хуже идет. Опа. Метки какие-то маркером. Где? Ну, вон белая. На шестерне. А, это завод. Это завод. Ну, чем тут видим интересного? Да ни хрена. Где резьба? Вот, тут болт заломан. Ну, конечно, тут не могли ничего сделать. Там просто болт сломали и все. Ну, вот тебе и все ответы. Ну, здесь не суть. Да, А там нарезано большего диаметра. То есть они болт из той крышки выковырить не стали, поняли, что это без разбора мотора не получится сделать. Это и с разбором-то мотора может быть проблематично. Ну, вот. Сверлить, может даже кислотой травить. Ну, надо привариться сначала, попробовать. А вообще, по какой причине он сломался, это тоже большой вопрос. По итогу, после полной разборки и дефектовки удалось установить абсолютно все обстоятельства, почему же все-таки двигатель потек по стыку. Все-таки нетипичная неисправность. Как я уже и говорил ранее, было очевидно, что что-то произошло с болтом крепления вариатора, и резьбу нарезали не в той половинке, притянув вариатор не так. Но что же именно там случилось, стало понятно только после полной разборки. Располовинив двигатель, я обнаружил вот этот вот кусок заломанного болта прямо вот в этой половинке за подлицо. Я сначала думал приварить к нему гайку для того, чтобы это дело выкрутить, но решил попробовать просто постучать зубилом как бы в направлении откручивания, и у меня этот болт легко пошел. Я очень сильно удивился, потому что обычно болты в алюминии заламывают при откручивании, когда с резьбой что-то пошло не так, то есть когда алюминий как бы начал намазываться на резьбу болта. А на самом деле, после того, как я увидел первые два витка очень сильно вытянутой резьбы, я понял, что произошло на самом деле. Значит, хронология была примерно такая. Кто-то не очень сильно умелый, не очень сильно опытный полез этот вариатор снимать и ремонтировать. Его демонтировали, соответственно, произвели какой-то ремонт. Как мы выяснили, кстати, в вариаторе у нас тоже не все гладко, но на этом я не буду сейчас останавливаться. После этого начали вариатор устанавливать на место и, скорее всего, начали просто затягивать болты мощным пневмогайковертом. И бездумно просто при затяжке взяли и перетянули болт так, что он отломился. По итогу, ой, что же делать? Может быть, это был владелец сам, может быть, это были какие-то сервисмены, но, по всей видимости, возможно даже такое, что они прям по месту в вариаторе рассверлили отверстие до 12 и прям по месту, может быть, даже не снимая вариатор, нарезали эту резьбу как смогли, чтобы просто как-нибудь прикрутить, не подумав, естественно, о последствиях. По итогу получилось, что когда это все нагрелось, герметик в этом месте разошелся, потому что болт вместо того, чтобы стягивать две половинки между собой, одну половинку как бы потянул на себя. И, естественно, тут зазоры очень маленькие, стенка
толщина вот этой вот стенки картера, которая, собственно, обеспечивает стык, всего около 5 миллиметров. То есть, соответственно, герметик держит не очень крепко, и при малейшем, если что-то идет не так, сразу же все это дело течет. Собственно, что и произошло. Скорее всего, предыдущий владелец с этим делом немножко покатался, понял, откуда на самом деле течет, что именно в этом месте что-то пошло не так, решил наверняка, что такой ремонт не потянет, и проще продать этот мопед следующему бедолаге. Что, собственно, и было сделано. Человек сначала пытался сам, это я уже с ним побеседовал, сначала пытался сам менять какие-то патрубки, смотреть какие-то пробки, все, что может потечь рядом, замывал, экспериментировал, проехать успел около 1000 километров, но все это не увенчалось успехом. Было явно очевидно, что течет между половинками и течет хорошо так. То есть за 2 дня с холодного двигателя у нас вот стоящего натекла лужа примерно 20 на 20 сантиметров. А то есть это реально очень много. Что же там происходит, когда он горячий? Масло еще и жидкое и течет, получается, вообще ручьем. Собственно, здесь у нас ситуация какая? У нас абсолютно целый картер, у нас все нормально с резьбой, нам удалось выкрутить нормально болт. Кстати, на остальных болтах тоже есть следы, что резьба потянута, так что болты крепления варика мы, скорее всего, заменим все. На всякий пожарный, чтобы больше такого не происходило. Удивительно, но в своей практике такое, чтобы при затяжке ломали болты М10, которыми крепится варик, я вижу первый раз. Хотя я сам пневмогайковертом их крутил множество раз, особенно в начале своей деятельности. И никогда не было таких трудностей. Вот. В общем, как-то так. Было принято решение этот двигатель собирать. Я промерил поршневую, мне не очень понравились на ней какие-то задирчики. Скорее всего, предыдущие владельцы экономили на воздушных фильтрах. Сейчас там стоит свежий оригинал, но под оригинальным фильтром явно видна пыль. Мы фильтр еще будем тоже снимать, промывать. Текущий владелец только-только недавно поменял воздушный фильтр, поставил оригинал, он в общем и целом молодец. Блок цилиндров я промерил поршни, все зазоры находятся в допусках, так что в целом было принято решение поршневую оставлять. Мы притрем клапана, заменим маслосъемные колпачки. Как итог, отрегулируем клапана, естественно. И единственный затык, который у нас имеется для того, чтобы этот двигатель собрать полностью с новыми прокладками и сальниками, это то, что мне не нравятся его шатунные вкладыши, а шатунных вкладышей у меня в наличии нет, и в России их пока тоже найти не удалось. Ну, скорее всего, будем их заказывать и ждать. В общем и целом, по вариатору там есть проблемы с первичным валом и крышкой, там почти срезало стопорный болт. И одна из причин этому, вероятно, была, что мастера, которые собирали этот вариатор, набухали просто смазки везде, где можно и нельзя, и она попала туда, где не нужно. Из того, что повезло, это то, что там хороший живой ремень, который, очевидно, менялся, ну и более-менее шестерни, которые, в принципе, еще походят. Поэтому заменой первичного вала мы ограничимся, хвост у него разбит, шпонки убиты сильно, ну а крышку мы поставим нашу ремонтную. Вот такая вот история. Ремонт дорогой, опыт дорогой, мораль такова: смотрите внимательно технику перед покупкой, потому что если с нее течет масло, не покупайте технику, пока вы хотя бы не будете на 100% уверены, что причина течи какая-то незначительная. Вот. А если сомневаетесь, лучше пройдите мимо и купите технику хотя бы без явных проблем, потому что навылезает все равно то, чего вы не увидите сразу, достаточно. Не переживайте. На старой технике этого хватает. Надеюсь, вам был интересен этот обзор. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем удачи, ждем сезона!